Можно ли сэкономить, покупая поддельную косметику? И могут ли быть дешевые паленые продукты по качеству не хуже оригинала? Есть ли смысл покупать подделки и действительно ли они работают так же хорошо, как и проверенные бренды, сегодня узнаем. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Я купила популярные оригинальные продукты для создания макияжа, а также нашла и заказала подделки на эти же бренды, чтобы сделать макияж и сравнить, может ли подделка быть по качеству не хуже оригинала, можно ли найти классные рабочие аналоги люкса. На одной стороне лица я буду делать сегодня макияж оригинальной косметикой, а на другой стороне лица сделаю макияж идентичными подделками. И посмотрим, есть ли разница по качеству и какая разница у этих продуктов в цене. Я уже снимала однажды подобное видео, где сравнивала оригиналы и подделки, и многие мне писали, что я тогда заказала не совсем подделки, которые выглядят абсолютно точно так же, как оригинал, а просто бюджетные продукты в таком же дизайне, которые косят под уже что-то популярное. Но сегодня будут совершенно разные продукты, и многое, что я сегодня заказывала в карточке товара, действительно выглядело как оригинал, ну а пришло то, что пришло. А покупали ли вы когда-нибудь подделки? Напишите об этом в комментариях. Я отчасти могу понять, когда люди носят поддельную обувь, одежду и сумки, которые издалека могут выглядеть как дорогие брендовые вещи, хотя перед знающими людьми вряд ли вы со своей брендовой сумочкой произведете хорошее впечатление, скорее вы только опозоритесь, если вы вдруг таким образом хотите как-то выше выглядеть по статусу. Но лично я покупала паленки, покупала фейковые кеды с рынка, не потому что я хотела выглядеть как-то дорого-богато, мне просто визуально, например, нравятся кеды Converse, но я не хочу больше несколько тысяч отдавать за обувь, которая у меня разваливается через год. И да, у меня были несколько оригинальных пар конверсов, которые очень быстро пришли в негодность. И я поняла в какой-то момент, что конверсы с опрашки живут у меня намного дольше, чем оригинальные. И хотя бы денег не так жалко. Но я абсолютно не понимаю, какой смысл покупать поддельную косметику. Особенно, когда косметика может вызвать проблемы со здоровьем, высыпание, раздражение, аллергии на коже. Я сама иногда попадалась, заказывая какие-то продукты, например, на ВБ. И я думала, что я заказываю оригинал, а приходило мне хрен знает что. И сегодня как раз будут одни из таких продуктов. Но с косметосом ведь самое главное, чтобы косметика была рабочей, чтобы макияж выглядел хорошо. И я вообще не вижу смысла покупать какую-то фейковую косметику, когда можно купить просто бюджетный аналог от проверенного бренда. И какая разница, что будет лежать у вас в косметичке? Оригинальная дорогая помада от MAC или бюджетная помада от Vivienne Sabo в таком же оттенке? И сегодня на моем обзоре оригиналы и их жалкие подделки. Супер популярный тон от Estee Lauder Double Wear, желейные румяна от бренда Milk Makeup, супер популярные консилеры от бренда Tarte, палетки хайлайтеров от Dior, две огромные палетки теней Bright Matte от Beauty Bay, помады от Huda Beauty, тушь для ресниц от Vivienne Sabo, пудра от Maybelline Fit Me, виниловая помада от Maybelline Superstay Vinyl Ink, бальзамы Black Honey от Clinique, праймер для глиттера от NYX и вот такие бальзамы тоже от NYX. Сделаем обязательно яркий и красивый макияж глаз, по крайней мере с одной стороны я уверена, что он таким будет, и денег в этот обзор я сегодня нормально так вбухала. Но перед тем, как начать делать макияж, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах YouTube. Ваша активность для меня очень важна, и только вы мотивируете меня снимать новые ролики. С подросткового возраста мне приходилось отстаивать себя, чтобы выглядеть так, как я хочу. Мою тягу создавать яркий макияж и иметь неформальный образ не поддерживали в семье и в школе. Так что заниматься любимым делом в моей жизни я была вынуждена через постоянные ссоры и ругань. Я хочу наладить отношения с близкими и родными людьми, но внутри меня скрывается огромный айсберг чувств, эмоций и обид. Я иногда срываюсь, а потом сама себя за это корю. Моя цель — наладить отношения, научиться жить в гармонии, сблизиться с родными, проработать свои обиды и научиться расставлять границы, не боясь обидеть близкого человека. И сейчас я прохожу терапию в сервисе психотерапевтического консультирования PsyPsy. Одним из преимуществ данного сервиса является возможность выбора формата для комфортного общения со специалистом. Переписка, аудиозвонки, аудиосообщения, видео. Сначала на сайте нужно заполнить анкету и отметить, кому нужен психолог, вам, паре или ребенку. После чего система поможет подобрать специалиста конкретно под ваш запрос. Вы можете написать психологу в мессенджере, как только вас начнет что-то тревожить и напрягать. Вы всегда получите обдуманный, развернутый ответ. В то же время специалисты не напишут вам первыми, они соблюдают ваши личные границы. Мы обсудили с психологом формат работы, чтобы нам обоим было комфортно. Например, я сама не люблю писать длинные сообщения, так что мы выбрали формат
формат голосовых сообщений и видеоконсультаций. Удобно, что вернуться к нашей переписке можно в любой момент, чтобы еще раз отрефлексировать или взглянуть на проблему спустя время, осознав нынешние изменения. Так терапия становится эффективнее. В рамках сервиса психологу можно заменить на любом этапе терапии. Просто напишите в поддержку, и персональный менеджер поможет вам с решением вопроса. Если вы тоже хотите наладить отношения с близкими, переходите по ссылке в описании и получите скидку 50% на первую неделю пользования сервисом по промокоду ягермис. Я тоже думала, что вот я повзрослею, вот я перееду, найду нормальную работу, выйду замуж, и отношения с родными наладятся сами собой, но нет, не наладятся. Наоборот, некоторые моменты станут еще больше бесить, но мы сейчас над этим работаем. Очень круто, что сейчас психологическая помощь стала комфортной и доступной. И начну я свой макияж с тонального крема от Estée Lauder. Это супер популярный тональный крем под названием Double Wear. Он уже просто стал каким-то культовым. Я его тестирую уже достаточно продолжительное количество времени. Он в принципе неплохой, но я бы не сказала, что это какой-то самый лучший в мире тон, тем более за такие деньги. А стоил такой флакончик примерно 50 баксов, то есть 5000 рублей. И за такие охреневшие бабки бренд даже не удосужился сделать у тона дозатор. То есть там просто вот такое отверстие, через которое спокойно мне сейчас может начать вытекать тон, его супер неудобно наносить. И если ты хочешь дозатор, тебе нужно покупать его еще отдельно. Ты как бы можешь этим продуктом пользоваться, но не совсем это удобно, и есть риск, что он разойдется у тебя на вещи. Или просто флакончик на столе с косметикой случайно упадет, и все будет в тоне за 50 евро. И вот так выглядел тональный крем Estée Lauder на AliExpress. Во-первых, да, там нигде не указано, что это Estée Lauder, но как бы ты видишь этот флакон, и ты понимаешь, что это за крем. И на фото тоже не видно логотипа Estée Lauder, хотя на флаконе он есть. Флакончики, кстати, действительно выглядят идентично, только печать на оригинале намного более качественная. Обе упаковки сделаны из стекла, обе достаточно тяжелые, и там у нас 30 мл. На оригинале сзади написано, что SPF 10. На подделке написано, что продукт не должен попадать в глаза. И это меня немного пугает. И, кстати, сами коробочки выглядят максимально идентично. Я бы даже вот сейчас, если бы не название оттенков, я бы вообще не догадалась, где из них оригинал, а где подделка. И там на коробочках есть штрих-код, написано, что продукт сделан в Бельгии. По оттенку мне здесь пришло совсем не то, что я заказывала. То есть тут даже видно, что тона разные по цветам. Оригинал у меня в оттенке 1N0. И я заказывала, по-моему, 1N0 там не было в продаже. Там был, по-моему, 1N1 или 1N2. Но в итоге мне пришел совершенно другой оттенок. И если этот тон был нейтральный, то этот тон теплый. Спасибо, конечно, для моей кожи только теплый тон и нужен, да. И, кстати, обошлась мне такая подделка очень даже недешево. По-моему, 17 или 19 евро он стоил, то есть это, до хрена. Извините, за 2000 рублей можно купить нормальный тон от нормального бренда, даже 2, а может быть и 3. По запаху тона сильно различаются, я не скажу, что поддельный тон как-то прямо особенно жестко воняет. У них у обоих достаточно сильная отдушка, и оригинальный пахнет немного с кислинкой, чем-то странным. Приходится его вот так вот наносить через палец. По цветам, я думаю, тут все очевидно. Мой макияж сегодня будет очень веселым. И светлый тон, который оригинальный, он намного лучше и приятнее тушуется, чем фейковый. Он такой более тягучий, более приятный. И у меня такое ощущение, что вот этот тон, он уже начинает окисляться на моей коже. Ну, трындец. Как же это неудобно наносить-то, господи. Давайте на вот эту сторону нанесу оригинальный тон. Расход у него, кстати, очень небольшой. Мне кажется, можно спокойно остатки обратно перелить в баночку с руки. Ай, блядь, он упал. Я его буду сразу нахрен закрывать. Я не хочу видеть, как мои 50 евро растекаются по всему столу. Тон от Estée Lauder на коже выглядит неплохо. Он стойкий, он дает такое легкое натуральное свечение. Я, в принципе, могу понять, почему его так любят. Действительно, он практически не ощущается на лице, он такой легкий, но при этом какие-то прыщики и покраснения он перекрыл неплохо. И теперь наносим подделку по цвету, конечно. Я не хочу это делать, но придется. Сразу я очень сильно чувствую запах, который изначально мне казался приятным, но нет, он неприятный. Я прям вижу, как он окисляется у меня на лице. И у меня от него на лице эффект хлодка, как будто он в составе с мятой. И меня этот эффект очень пугает.
Во-первых, цвет кошмарный, во-вторых, очень странные, неприятные на коже ощущения. В-третьих, я бы сказала, что он хреново все перекрыл. Здесь у меня покраснения как были, так и остались, ничего-то он с ними не сделал. На коже ощущения вообще ни разу неприятные, и тон очень сильно блестит. Просто сравните оригинальный тон и вот это вот безобразие. И я до сих пор не могу поверить, что эта хрень стоит практически 2 косаря. Это не должно столько стоить. Он как самый дешевый тон с ВБ себя ведет. Почему он стоит настолько дорого, я не понимаю от слова совсем. Надеюсь, что получится как-то эту ситуацию исправить консилером. Кстати, о консилере. Я купила оригинальный консилер от Tarte Shape Tape. Стоил он где-то 30 евро в Сефоре. Оригинальный консилер был вот в такой пластиковой упаковке. И фейковый консилер я нашла на AliExpress. Он тоже продавался как консилер от бренда Tarte, судя по фото. И мне его прислали совершенно в другой упаковке. Может быть, такие упаковки у Tarte были раньше, я точно не уверена. Напишите мне об этом в комментариях. Потому что есть у меня ощущение, что упаковку они тоже стырили, просто эта упаковка была когда-то давно. На упаковках есть даже состав, который, конечно же, скорее всего стырен у оригинала, и никаких с реальностью там совпадений нет. Также место изготовления указано Нью-Йорк. Ну да, конечно, Нью-Йорк, я так поверила. Сами упаковки практически не отличаются. И если бы я случайно купила бы паленку вместо оригинала, я бы даже не догадалась, что это паль. У оригинала крышечка более яркая фиолетовая, а у паленки крышечка более темная. А вот с печатью на самих флаконах все совершенно наоборот. И можно заметить, что у оригинала здесь тоже печать чуть более качественная, чуть более аккуратная, тонкая. И сзади здесь все тоже максимально идентично. Действительно, тут просто реально запросто перепутать и купить себе паленку, даже об этом не подозревая. Хотя я думаю, многим и так ясно, что вряд ли вы найдете консилер от Tarte на AliExpress еще и за супер дешевый прайс. По оттенку здесь тоже очевидно, что оба эти консилера, они совершенно разные. И здесь уже фейковый консилер, он супер светлый, а мой оттенок оригинальный потемнее. Хотя и там на упаковках указан оттенок Fair. Запах у них, кстати, практически идентичный, отдушка очень похожа и там, но сильно различаются аппликаторы. У оригинального аппликатор прям такой потолще, побольше. На сводче оттенки отличаются, но не настолько сильно, как в упаковке. И здесь очевидно, что оригинальный он такой более плотный, он лучше тушуется. В то время как подделка очень сильно блестит на коже, нет ощущения, что она со временем высыхает, как у меня уже здесь начало подсыхать все. И, соответственно, такая текстура, мне кажется, будет скатываться во всех складочках. Господи, а что же он так сильно блестит-то? Это ж пипец какой-то. Он просто блестит и ни хера не перекрывает, просто абсолютно. Но вот тут даже видно, как он растушевывается, супер как-то непонятно. И сразу же пигмент куда-то у меня улетучился. На руке он, кстати, до сих пор не засох. И он подчеркнул у меня все шелушения, и что-то у меня уже чешется лицо. Нет, ребят, такой Tarte нам не нужен. Ну и теперь нанесу оригинальный. Тут видно, насколько он сразу же плотненький. Он просто супер пигментированный. Мне кажется, я его даже слишком как-то много нанесла. Он у меня настолько плотно лег. Добавлю его еще на верхнее веко в качестве подложки под тени. Несмотря на то, что оттенок очень светлый, я бы не сказала, что он как-то прям супер нейтрализует вот эту синеву под глазами. Здесь у меня все такое матовое на лице, плотное, а здесь у меня блинная масленица наступила. Давно моя морда так не блестела. Посмотрим еще, как быстро эти продукты скатаются на лице. Я заказала румяна от бренда Milk Makeup. Это вирусные румяна-желе, которые год назад были очень популярны. И я даже делала обзор на эти румяна, когда проверяла самую вирусную косметику из ТикТока. И как раз таки тогда я совершенно случайно, по своему незнанию, нарвалась на подделку. Я увидела эти румяна в ТикТоке, мне их захотелось, и многие не показывали название этого бренда и что это за румяна. И я просто в поисковике ввела румяна-желе, и первая ссылка у меня была на Тему, где я увидела в точности такие же румяна и заказала. А потом уже вы мне в комментариях под роликом написали, что я тестирую не совсем те румяна, и у меня просто какая-то галимая подделка. Притом я тогда заказывала эти румяна под видом оригинальных, но мне пришло хрен знает что от непонятного бренда. На картинке был как раз таки Milk Makeup, а пришло мне что-то с названием желе от некого странного бренда Bokilo. И если какие-то другие продукты хотя бы нам пытались выдать за оригинал, здесь пришел продукт действительно просто от другого бренда, но сделанный идентично в таком же
дизайне и в такой же упаковке. За оригинальные румяна я отдала где-то 30 евро, а вот такая вот непонятная подделка обошлась мне евро в 3, наверное. По дизайну упаковки очень похожи, но здесь видно, где Милка, где какая-то хрень. Причем на коробочке с Тему написано, что это блаш липстик. На оригинале этого не написано, то есть это чисто идет как просто румяна. Но сами упаковки тоже максимально схожи. Только у оригинала написано Cooling Water Gelée Tint, а у Gelée Bokilo не написано ничего, и, наверное, это даже к лучшему. Оттенок и там я брала под названием Chill, и получается румяна должны быть такими красноватыми. Если снять с румян крышки, то они выглядят максимально идентичны, и тут снова надо бы их как-то не перепутать, но одни румяна у меня уже начали вытекать. И это как раз-таки не оригинальный бренд, так румяна пахнут просто отвратительно. Есть я их в этот раз не буду, извините, мне в прошлый раз хватило, но уже в рот они у меня куда-то лезут случайно. И там румяна действительно выглядят как желе. Такие у них прикольные мягкие подушечки, на первый взгляд они очень похожи, но у дешевого варианта эта подушечка, она более, не совсем прозрачная. Здесь видно, что она прям такая прозрачненькая. Очень прикольно, такой охлаждающий эффект. И это я сейчас наношу подделку. Реально как будто желе на руку мажешь. А вот это у нас оригинал. А почему оригинал у нас наносится хуже, чем подделка? Скажите мне, пожалуйста. А ничего тот факт, что здесь просто какое-то неравномерное нечто, а здесь это более-менее как-то выглядит адекватно. И у меня уже здесь все внизу в красных каплях. То есть от этих румян вот этот пигмент, он капает, и вот он у меня остается уже на салфетке. Весь стол заляпан, и надеюсь, что это смоется с моей руки. Оттенки, кстати, тоже различаются. Вот это оригинал, это подделка, и подделка, кстати, по цвету мне нравится чуть больше. Больше она так идет в красноту, а здесь такой розовый подтон имеется. Но пока что мне реально нравится более дешевый китайский вариант. На мне всегда румяна в формате тинты выглядят очень плохо, потому что у меня просто на лице не получается их нормально как-то растушевать. Это выглядит некрасиво, это ложится пятнами. Если вы пользуетесь подобными румянами или румяными и тинтами, напишите в комментариях, как и чем вы их наносите, как и чем вы их тушуете. Я буду растушевывать пальцем, но, кстати, я вот так вот сейчас наношу, и как будто бы оно этой желешкой сразу же более-менее тушуется. Вот так вот пальчиком чуть-чуть, конечно, по границе пройду. Они у меня не разъели тон. В принципе, идея прикольная, наносится прям сразу же с этой желешки, и с нее растушевывается нормально. Оттенок какой-то супер. У меня даже яркий получился, но у нас сегодня макияж яркий, так что, в принципе, пофигу. Немного пятнами, но пойдет. И теперь пробую оригинальные румяна. Так, у меня с упаковки вот сюда вот переходит продукт. Так, надо их быстрее растушевывать. Да, они прям такие розовенькие на коже. И вот эта желейная штучка, она чуть более плотная, не особо удобно себя вот так вот бить по лицу. Я прям чувствую стук такой. Прикол в том, что китайские румяна мне нравятся намного больше, они лучше в растушевке. И действительно на свотче я видела вот эти проблемы с тушевкой, и вот, пожалуйста, они у меня. У меня просто какое-то непонятное пятно на лице. Может быть, это прикольно выглядит на коже без тона, но с тоном это выглядит очень плохо. И румяна очень сложно наслаиваются, мне бы хотелось тоже добиться такой супер яркой пигментации, как здесь, но нет, они не позволяют это сделать. Я хотела сделать как лучше, а получилось как всегда. Вот вы видите это? И что мне с этим делать? Ну все, теперь эти румяна мне не нравятся точно. За 30 евро, ну это просто смешно. И все пальцы у меня в этих румянах теперь. Мне тогда на обзоре не очень понравились китайские румяна, но я не думала, что оригинал будет хуже. Чтобы увлажнить губы, у меня есть бальзам для губ Black Honey от Clinique. Оригинал стоил в районе 25 евро, а паленку я взяла... Ой, что она такая легкая, как будто там вообще ничего нет. Раза в 10 дешевле, то есть пару евро она где-то стоила. И на Алике были перемешаны фотографии оригинальной помады от Black Honey и помады от некого неизвестного бренда. Здесь разные даже сами коробочки. У оригинала коробка была больше, и там была какая-то разноцветная печать с какими-то цветами, а здесь у нас просто черная штука с пчелкой и с сотами. Оригинальная помада от Clinique в таком минималистичном оформлении. Достаточно простенький у нее дизайн. Единственная информация — это логотип Clinique вот здесь на крышечке флакона. И
и информация по оттенку снизу. Паленка мне пришла чуть меньше по размеру, у нее есть тоже матовая и глянцевая часть, но визуально упаковки различаются очень сильно. Помада похожа, но размер у них абсолютно разный. И там флакончики сделаны из пластика, но флакончик от Clinique как-то более весомый и выглядит по дизайну получше. И по качеству тоже получше. Легчайшая пластиковая штука. Мне кажется, продукта там может быть сантиметра 1,5 максимум. По оттенку на сводчах даже тяжело догадаться, где паль, а где оригинал. На самом деле оригинал вот здесь, и помада такая по нанесению чуть более кремовая, такая плотненькая. А неоригинальный бальзам, он больше похож на тающий, какой-то он более легенький. Но издалека по оттенку это что-то супер похожее. Хотя Clinique я точно определю по запаху, мне у Clinique совершенно не нравится аромат. Это какая-то вот теткина косметика из начала нулевых. Я не знаю, зачем делать такие странные устаревшие ароматы. Вот эта вот фейковая штука пахнет не так плохо. У нее отдушка более легкая и приятная. Ну и давайте нанесем это на губы. Ну и здесь я уже вижу первое отличие, даже не пришлось наносить Black Honey. Это очень тающая текстура, которая просто по ощущениям как масло на губах. Она не дает аккуратный контур, она очень сильно смазывается, она как будто бы растекается у меня по губам, отпечатывается очень сильно. Конечно, выглядит издалека на губах прикольно, и оттенок и правда интересный. Но оригинал, он более такой плотненький. Он лучше подчеркивает контур, он лучше выглядит на губах, он лучше ощущается даже на губах. Он не такой липкий, он не такой масляный. Бальзам от Clinique, короче, он не тающий. Конечно, оригинальный Black Honey мне нравится по ощущениям больше, но эта штучка тоже имеет право на жизнь. Но это не совсем то по идее, хотя оттенок прям вот абсолютно такой же. Как аналогу по качеству и по оттенку я бы ему поставила, ну, наверное, 9 из 10. Но вот какой там состав, непонятно, и я, естественно, больше доверяю Clinique. И следующий продукт я заказала скорее по приколу. Я понимаю, что это абсолютно, совершенно вообще разные продукты от разных брендов, но они просто тупо в одинаковых упаковках. У меня был обзор на вот такой гель от Холика, и вообще обзор на продукцию Холика у меня был. Здесь уже у меня осталось совсем мало этого геля. Не скажу, что я его часто использую по назначению в качестве ухода. В качестве ухода как-то я его не заценила. Но вот замешивать всякие старые глиттер-гели, которые уже высохли с ним, это просто идеальный вариант. И на тему я нашла алоэ гель точно в таком же оформлении, только это какая-то хрень для губ. А, это у нас масло. Окей. Я не понимаю, в чем прикол делать точно такой же продукт. Может быть, они надеются, что кто-то увидит что-то знакомое и закажет себе. Но выглядит это все, конечно, очень весело, и могли бы сделать продукт для губ в какой-нибудь другой упаковке. Что у нас, идей для дизайнов, что ли, нету? Видимо, нет. Это, конечно, сложно назвать подделкой, но упаковка здесь, очевидно, стырена. И стырена очень наглым образом. Здесь у нас вот такой алоэ гель с ярким ароматом. Это прозрачный гель, который вот так вот растирается, как кремушек, и оставляет такую прозрачную пленочку. Говорят, он классно охлаждает, и действительно эффект охлаждения от него имеется. Но в качестве ухода на лице он мне не особо зашел, потому что вот он эту пленочку оставляет, и ну, не знаю, не особо мне прикольно с ней ходить. А вот здесь у нас совершенно другой аромат. Аромат дешевого пластика, вперемешку с каким-то дерьмом. И там у нас внутри обычный аппликатор. У меня, конечно, сейчас мозг сломался после того, как я до хрена лет пользуюсь вот этими алоэ гелями. Увидеть там внутри аппликатор — это что-то мега странное. И судя по аппликатору, это не просто масло, а это тинт. И, естественно, он такой самый банальный, розовый. Вот так он выглядит на губах. Ну да, что-то розовенькое. Сходства, кроме упаковок, у этих продуктов абсолютно никакого нет. И я не уверена, что в составе вот этого тинта для губ будет какой-то эффект алоэ. Вот это в натуре алоэ. Самый что ни на есть стандартный розовый тинт, вообще абсолютно ничего интересного. Ну просто сравнить эти продукты вместе было очень забавно. Но если сравнивать по функционалу, то это примерно как сравнивать жопу с пальцем. Ну и мы с вами переходим к хайлайтерам, потому что хочется сегодня сиять. И хочется как-то исправить весь этот кринж на лице. И я заказала оригинальный хайлайтер от Dior. Стоимостью больше 50 евро. Конечно, жаба меня очень сильно задушила, но ради обзора, ну, что только не купишь. Например, еще один такой хайлайтер, только с Тему. Это хайлайтер от непонятного китайского бренда Famonti, который сделан как аналог, и по оттенкам действительно эти продукты, да и по дизайну тоже очень сильно схожи. Но хотя бы коробочки у них максимально разные, и здесь как бы их точно не перепутать. Упаковка у
Dior выглядит в разы качественнее. Здесь вот такая рельефная надпись. Внутри у нас тиснение тоже в виде названия бренда Dior. А в паленке у нас просто какие-то рандомные буквы очень непонятные. По оттенкам продукты действительно очень сильно схожи. Но оба этих продукта не воняют, за что им огромное спасибо. Ребят, ну здесь я в полном шоке, я просто сдаюсь. На свотчах это практически одно и то же. Как такое возможно? Я не ожидала чего-то крутого от этой палетки, но я не ожидала, что они будут идентичны. И тот, и другой хайлайтер, они абсолютно никак не сыпятся. Они хорошо наносятся, они классно переходят на кожу. У Dior единственное, мне показалось, если приглядываться на солнце, он более такой мелкодисперсный, и там в светлых оттенках как будто бы много разных таких разноцветных блесточек. И по нанесению вот здесь мне самый темный бронзер не особо понравился, но по сравнению, опять же, с другой дешевой косметикой, наносится это на свотчах очень классно. Кому покажешь, никто не поверит, все скажут, что это свотчи Диора. Но в плане мелкой дисперсности здесь блестки в составе чуть-чуть покрупнее. Dior как-то помягче, помол поменьше. Здесь чуть более крупные блестки, но опять же на любителя. Я не любитель неведомых китайских составов, поэтому извините. Самый светлый оттенок буду наносить при помощи кисти, чтобы все продукты были в равных условиях. Охренеть! Уже у меня сияние из космоса. Если что, вот так вот работает подделка. И давайте возьму еще розовенький в качестве румян. Попробую вот их вдвоем совместить. Офигеть, я в шоке. И вот эта вся хрень, она не оставляет полосу на лице. Офигеть. Не очень я люблю бронзеры, но давайте, раз уж тут у нас он есть, тоже его нанесем. Сделаем им такую легенькую коррекцию. Ну да, буду сегодня сиять максимально. Вот сюда под бровь еще добавлю хайлайтер. Можно слегка на нос, на подбородок. Отряхнула кисть и переходим к румянам от Dior. Даже не знаю, как можно сделать что-то круче, чем у меня вот тут. Но давайте проверять. Но Dior определенно ложится более деликатно. И что здесь? Это полоса. Я люблю яркие хайлайтеры, но тут Dior, ну, он действительно выглядит более аккуратно. Хотя, мне кажется, что он оставляет полосу на лице. Давайте теперь возьму розовый. Ну, здесь бронзер тоже тушуется странно. Вероятно, у меня просто кисть неподходящая для него. Что ж, аналог действительно очень похож на оригинал, и как будто бы он дает даже такое более насыщенное, более яркое сияние. В принципе, для любителей сиять из космоса, наверное, это ок. Но оно выглядит по своей формуле на лице, ну, чуть более дешево, чем вот эта палетка от Dior. Палетка от Dior, она такая более аккуратная, более носибельная. Я знаю, что многим она почему-то не нравится, мне она в принципе зашла. И здесь хайлайтер не выглядит каким-то супер насыщенным, просто аккуратнее получается. Возможно, когда я припудрю лицо, это будет выглядеть лучше, но пока сторона с Dior выигрывает. И если бы мне сказали, что это оригинальный Dior, то я бы поверила, потому что оно работает и работает неплохо. С другой стороны, люксовая косметика, она и создана не для каких-то креативных макияжей, она создана для обычных девушек, которые делают какой-то легкий нюд на каждый день. И я эту палетку, в принципе, по своим свойствам понимаю, не осуждаю. С этой палеткой, ну, я бы ей тоже, возможно, бы пользовалась, но составы меня смущают. То, что это какой-то непонятный дешманский бренд, меня это тоже смущает. И в последнее время я все же волнуюсь о своей коже. И так столько лет на нее всякого дерьма мазала, что здесь как-то... Наверное, я все же выберу Dior. Все, я тут, короче, продалась, поднялась, понтуюсь, сижу перед вами. Все мне Dior подавай, нехрен мне это китайское говно всякое. Если вам действительно как-то супер нереально вкатывает вот эта палетка от Dior по своим оттенкам, то вы можете купить бюджетный аналог, если у вас нет средств. Но также можно найти и просто отдельно какие-то прикольные хайлайтеры в бюджетном сегменте. И в качестве пудры нанесу вот такую пудру от Maybelline под названием Fit Me. Это суперизвестная пудра, которая есть у многих. У меня это, кстати, уже вторая пудра Fit Me. У меня есть другая, она чуть более темная, и я ее уже доюзала до дыр. Не сказать, что это какая-то самая моя любимая, самая топовая пудра, но мне в ней определенно нравится, что ее удобно брать с собой. Она легкая, компактная, здесь открывается крышечка, тут сама пудра, вот здесь открывается еще у нас зеркало, внутри в комплекте идет спонжик. Мне кажется, такой спонжик уже немного устарел. Ну, короче, чтобы брать пудру с собой, а я вот всегда беру пудру с собой, это просто супер удобный, идеальный вариант.
Я не понимаю, почему кто-то еще делает пудры без зеркала и почему их так часто делают без зеркала. Буду требовать во всех пудрах зеркало. Пудра у меня светлая в оттенке Soft Ivory, сделана в Италии и внутри у нас 9 грамм. Стоила такая пудра в районе 1000 рублей, ну где-то 10 евро. И на Wildberries я нашла аналог этой пудры под названием Fit Me, только это пудра от бренда Me Color. Стоила она в районе 200 рублей, и здесь она выглядит, ну, очевидно, что совершенно иначе, как минимум она круглая. Может быть, раньше, кстати, пудры вот эти от Maybelline выпускались именно в таком формате, и подделка это на старые какие-то пудры, напишите в комментариях, кто в курсе. Мне что-то вот вспоминается, что были у Maybelline какие-то подобные пудры, но это не точно. Но опять же, я начинаю понимать, что походу многие вот эти фейковые бренды это просто чисто для тех, кто не до конца шарит, кто не до конца разбирается в брендах и в косметике, кто просто слышал в рекламе про то, что есть у Maybelline пудра Fit Me, заказывает вот так вот рандомно на ВБшечке и приходит им вот это вот. Ну, примерно та же ситуация, когда я купила фейковые румяна от Milk для своего ролика. Упаковка здесь это типичная упаковка с ВБ, максимально эта пудра затерта, как будто это шайба, которые играли в хоккей. Упаковка просто вот настолько из дерьмового пластика, мне кажется, я ее могу вот так вот сжать, и она сломается у меня в руках. Вот эта вот крышка, которая вообще не держится. Конечно, извините, у нас и Dior такой в плане пластика, ну не сказать, что какой-то он топовый. Но по сравнению вот с этим, ну это просто смешно. Мне кажется, мне эта крышка сломается сегодня во время съемок. Внутри эта пудра уже успела дать трещину, все вот эта вот коробочка и все внутри грязное, как будто ей пользовались, хотя она новая. И вонища от нее просто кошмарная, самой дешевой косметикой из перехода. По цвету здесь, конечно, небо и земля, потому что тут я брала самый светлый оттенок под номером 1. Тут даже указан оттенок под номером 1. Вы мне хотите сказать, что вот это вот самое светлое, что у них есть в линейке? Я в шоке. У них даже хватило денег, чтобы сделать вот этот рельеф с названием никому неизвестного бренда. На сводче пудра от Maybelline действительно очень легкая, светлая, такая приятная в нанесении. Она очень мелкодисперсная, аккуратно будет лежать на лице. Чего не скажешь про вот эту вот пудру, которая адски сыпется, и пигментация у нее просто как у обычных сыпучихся теней. Ну вот как вам такая пудра? Насколько это норм? У пудры не должна быть такая пигментация, только у теней. Я прям ванкую, что у меня сейчас на лице с этой стороны будет такой оранжевый блестящий пирог. Сразу же все посыпалось к херам. О, да. Я так люблю оранжевый цвет лица, вы бы знали вообще. Да, она матирует кожу, матирует она ее, как и любая сухая текстура, нанесенная на что-то влажное. Вот на этой зоне у меня пудра хуже всего себя ведет. Мой макияж уже ничем не исправит с этой стороны, так точно. Что-то она, конечно, заматировала, но не сказать, что прям как-то хорошо. Я думаю, через несколько минут, может через полчаса у меня все равно вся морда начнет блестеть. И ни хрена эта пудра не сделает, по крайней мере, с цветом это, конечно, уже смешно. Да, она тоже имеет цвет, но это легкий оттенок, который вот у меня просто, ну, исчез на лице. Чисто заматировал чутка вот эти вот границы подтушевал, и все выглядит отлично. И самое время глянуть, что стало с моим консилером. Здесь консилер достаточно сильно скатался в складке, но бывало и хуже. Здесь консилер в складке практически не скатался, но он у меня забился вот здесь в морщинках. Обычно себя этот консилер так не ведет. Мне кажется, вся проблема в том, что я его нанесла очень много, очень плотным слоем, поэтому он у меня в этих складочках застрял и сделал меня старше лет на 20. Ну, сейчас попробую аккуратненько сюда этой пудры добавить еще, и можно ей вот здесь тушевку подкорректировать. Да, эта пудра от Maybelline, она тоже заметна на лице, то есть это не какая-то супер прозрачная, легчайшая текстура, но в сравнении с тем, что у меня здесь, я только хотела сказать, что пудру мы оценим с вами попозже, через какое-то время, но результат вы можете видеть уже сейчас, уже все начинает заново блестеть, потрясающе. Ну а мы переходим к макияжу глаз, надеюсь, он сегодня будет ярким и красивым, чтобы как-то на глаза перешло больше внимания. И с одной стороны, мой макияж точно должен быть ярким и красивым, так как у меня на обзоре вот такая яркая палетка от Beauty Bay. Это оригинальная палетка, заказывала с официального сайта, называется она Bright Matte. И эта палетка очень тяжелая, в ней 42 ярких оттенка. Все тени матовые, на каждом рефиле буковка B, это логотип Beauty Bay. В самой палетке есть такое огромное вообще зеркало, очень удобно ее брать куда-то с собой в поездке, если едешь на машине, потому что для сумки или для рюкзака она слишком тяжелая. В общем, часто я этой палеткой пользуюсь и скажу, что тени там не
неплохие, но это не самая моя любимая цветная палетка. Но она супер удобная, потому что в ней есть вообще все необходимое для яркого макияжа. И мне кажется, можно просто купить вот такую палетку, купить нюдовую палетку и какие-нибудь сияшки, и все. Вам вот этого хватит просто за глаза для любых макияжей. Пигментация у теней очень хорошая. Эту палетку я брала где-то год назад за 22 евро, то ли там акция была, то ли она действительно столько стоит. И на Тему я нашла аналог этой палетки, она тоже называется Bright Matte. Такая же у нее граммовка, такое же у нее зеркало, такие же оттенки, такая же надпись с названием тем же шрифтом. Только здесь уже вместо буквок B логотипа Beauty Bay, здесь уже логотип S. И она очень жестко воняет, просто вот кошмарно. Мне кажется, так все самые дешевые палетки с ВБ пахнут китайские. И эта палетка у нас тоже не исключение. Короче, дизайн у этих палеток похожий, по цветам тоже. Как будто бы даже вот эта дешевая палетка, она чуть более яркая. Будет, конечно, забавно, если она тоже крутого качества. Опять же, здесь такая тема лоховская получается, что, возможно, человек эту палетку видел, потому что палетка оригинальная, она супер известная. Ей пользуются куча разных визажистов, блогеров и просто кто-то у кого-то где-то увидел в сторис, захотел себе эту палетку, зашел на Алиэкспресс, и вот она. И что-то не подумал, заказал, вроде стоит недешево, а стоит она недешево. А потом тебе приходит какая-то дичь от непонятного бренда, и ты вообще не знаешь, что это такое. Здесь написан бренд SFR Color. Насколько я знаю, это тоже вот этот no-name китайский бренд всяких дешевых стрёмных теней, вонючих. И самый прикол в том, что вот эта палетка на Тему стоила всего на 5 евро дешевле оригинальной палетки с Beauty Bay. Прикол в том, что оригинальная палетка сейчас стоит дешевле на официальном сайте, чем подделка. И за такую цену я хочу увидеть, ну не то чтобы какие-то нормальные составы, ну хотя бы хоть какое-то качество. Они просто как бы взяли, стырили цветовую палитру и дизайн. Ну вот единственное, здесь вот этот розовый оттенок есть, а здесь вместо розового оранжевый в оригинальной палетке. И здесь просто два розовых, они абсолютно одинаковые, нахрена они нужны? Как будто они там что-то напутали на производстве. Немного фиолетовый ряд по оттенкам отличается. И в палетке от Beauty Bay все же есть некоторые оттенки, например, вот этот, они с таким легким сатином. Здесь же у нас все цвета, они чисто вот прям на все 100 матовые. Охренеть, я такого точно не ожидала. И там цвета в палетке одинаково сыпятся. Но по пигментации и насыщенности бюджетная палетка вот здесь практически не уступает оригинальной палетке. Да, конечно, с фиолетовыми здесь проблемы, но по большей части цвета на сводчах выглядят так же хорошо, как и у палетки от Beauty Bay. Некоторые оттенки у Beauty Bay определенно выигрывают, но в большинстве своем я вообще не вижу какой-то разницы. Я хочу сделать какой-нибудь яркий макияж глаз, использовав максимальное количество разных цветов. И давайте я начну с синих оттенков. Возьму вот этот самый насыщенный. Теперь делаю градиент оттенками посветлее. Ухожу вообще в голубой. Сюда теперь добавлю бирюзовый и зеленый. Так, ну, начало моему макияжу положено, и, в принципе, с голубыми оттенками у меня вообще нет никаких проблем. Совсем немного теней у меня осыпалось, но, в принципе, это не что-то страшное. Может быть, чисто там парочка крупинок. Я вообще нашла вот такой макияж, и хочу его сегодня повторить. Что-то мне было лень что-то придумывать, а он такой красивый, и когда еще будет возможность столько ярких цветов сразу затестить? Растушевываю все это дело в розовый. И рисую растушеванную стрелку этим же розовым оттенком. Слушайте, получается очень неплохо, даже не до чего докопаться, мне казалось, этот макияж будет намного сложнее. Давайте добавлю вот такой сиреневый вот сюда на переход. Я его так немножко намешиваю с белым. Конечно, на подложке я уверена, что цвета бы раскрылись ярче, но мы сегодня проверяем, как выглядят тени без всего. И теперь я приступаю к нижнему веку. Эйс, кстати, очень похожа на Шрек, до меня только что дошло. Должна же она хоть как-то окупать свою цену. Но здесь один из синих цветов начал немного осыпаться, который у меня снизу, но прикол в том, что в палетке от Beauty Bay он тоже супер сильно сыпется. Я пока молчу, так как я на данный момент не понимаю, как это комментировать.
Так, ну на данный момент я уже в процессе. Конечно, с этой палеткой работать чуть сложнее, и цвета отличаются. Я сейчас буду здесь подчищать границы, но цвета тоже яркие и насыщенные, особенно учитывая, что я работаю без подложки. И тон у меня здесь тоже с этой стороны намного темнее, так что какие-то небольшие проблемки имеют место быть, но пока что я приятно удивлена. Дальше, конечно, будем смотреть, как они работают не только с мелкими деталями, но и с более крупными. Теперь буду пробовать желтые и оранжевые оттенки, они обычно самые сложные. Начну вот с этого оттенка. Теперь буду уходить в насыщенный желтый. Ним уже работать посложнее, он начинает сильно осыпаться. И вот здесь в серединку я наношу нежно-розовый оттенок, потом добавлю туда еще блестки. Как-то нежно-розовый вообще никакущий. Поярче еще вот сюда вот добавлю, если он добавится. А то как-то вообще ни о чем. И у меня уже все ресницы в тенях. То есть тени нормально так осыпаются. Без подложки вот здесь вот у меня тени уже скатались в складочки, хотя я их только нанесла. Цвета не совсем чистые, не до конца яркие. И с этой стороны мне цвета понравились намного больше. Посмотрим, как там будут вести себя другие оттенки. И сложно эти осыпушки убирать, потому что даже когда я почищаю консилером, этот пигмент, он вместе с консилером перемешивается и оставляет сильные пятна. На этом глазу также начинаю с вот этого желто-зеленого. Теперь добавляю более насыщенный желтый оттенок, который тоже начинает сыпаться. И та, и другая палетка, в принципе, по пигментации выглядят одинаково. И с той, и с другой палеткой можно нормально работать. С другой стороны, эта палетка, она ни разу не бюджетная. И вот, кстати, красный здесь оттенок на этом глазу раскрылся более насыщенно. И та, и другая палетка неплохие, везде есть какие-то свои нюансы. Да, здесь тени чуть более сыпучие, но я считаю, что это достойная замена Beauty Bay по своим рабочим свойствам. Ну и что там в составах, насколько составы хороши, я все-таки доверюсь Beauty Bay. Но эта палетка меня очень приятно удивила. И в этот макияж я еще решила добавить блестки. Как раз таки хочу скрыть вот этот моментик с розовыми тенями на середине века, которые, ну, как-то так себе легли. И чтобы глиттеры держались хорошо, я воспользуюсь специальной базой для глиттеров. У меня здесь оригинальный глиттер-праймер от NYX. Он у меня уже запачканный гримом, короче, рабочий. Стоимость этого праймера в районе 1000 рублей. Этот праймер у меня уже валяется достаточно давно. И у него такая симпатичная голографическая упаковка. И я купила его бюджетный аналог от бренда Handayan. Опять же, здесь у нас бренд не скрывал, что это аналог в похожем дизайне. И также здесь они вдохновились и дизайном самой коробочки, так как у NYX у меня коробочки не сохранилось. Но я посмотрела в интернете, там действительно что-то подобное. Здесь есть разные варианты макияжа. И подобный праймер стоит в районе 300 рублей. Упаковки у них практически идентичные по размеру и дизайну. И пока единственное различие, это у них наконечник. Хотя, мне кажется, наконечник вот здесь, он намного удобнее. Хотя, в принципе, я знаю бренд Handayan, я пользуюсь некоторыми их продуктами на постоянке. И это очень даже неплохой бюджетный бренд. И я вполне уверена, что этот праймер будет рабочим, но мне интересно сравнить их по формулам. А по формулам праймеры максимально похожи. Здесь у меня праймер от Handayan, а здесь от NYX. Они просто идентичны по цветам, по своей текстуре. Они оба такие немного клейкие, что, собственно, нам и надо. И оба имеют такой сатиновый немного финиш, как будто там есть такие маленькие блесточки. Единственное, что праймер от NYX у меня чуть более густой. Но, возможно, это связано с тем, что я им уже давно пользуюсь, он уже пару лет как открыт, и я не ожидала, что по формуле они будут так похожи. Но вот с Handayan единственное, что продукты рабочие они делать умеют, но поворовать всякие упаковки и популярные бренды они только так. Я нашла вот такой интересный глиттер от NYX. Я так понимаю, у NYX они как раз сделаны именно для нанесения на глаза, то есть блестки не острые. Ну и с одной стороны я прям со свотча на руке нанесу праймер от NYX. Немного он совсем разъедает тени, надо быть с ним поаккуратнее. И на другую сторону нанесу праймер от Handayan. Уже, кстати, прикольно выглядит на глазах вот эта штука, то есть есть такое небольшое сатиновое сияние, но моя цель сегодня прилепить туда блесток. Но тут даже видно, где у меня не нанесен праймер, блестки тупо не держатся. Вообще не вижу абсолютно никакой разницы между этими продуктами.
Главное этот продукт хорошенько растушевывать, потому что здесь у меня есть некоторые моментики, где я плохо растушевала, и он прям лежит полосой. И вот здесь я приклеила этот глиттер к руке, и, собственно, сейчас я его наношу, и он просто без клея не наносится вообще никак. Но если я буду наносить его на клей, все, сразу здесь видно, он приклеился, все хорошо. Хороший бюджетный аналог, работает точно так же абсолютно и по текстуре один в один. Мне продукт от Хандаен понравился, но воровать идеи другие — это не очень хорошо. И я хочу нанести на губы одну из помад. Продуктов для губ у нас сегодня много, и давайте их как-нибудь потихоньку уже начнем проверять. На всеми любимом Wildberries я заказала вот такой набор помад. Это помады от Huda Beauty, конечно же, нет. Это вот такой набор паленых мини-помад. Сзади здесь нарисованы их оттенки. Ну и здесь по упаковкам явно видно, что это не Huda, потому что упаковки, как всегда, у ВБ. Мерзкие, грязные, плохие, некачественные. Ну давайте я, допустим, одну из них возьму, вот эту самую темную. Очень у нее стрёмная резьба, видно, что этот продукт некачественный. Запах есть, тоже такой какой-то выпечки, немного шоколадный. Это стойкая матовая помада. Печать на ней, конечно, оставляет желать лучшего. С другой стороны, это набор паленой Huda рублей за 200 за 4 помады. А что здесь еще можно ожидать? Хотя на свотче помада выглядит очень даже симпатично. И оттенок очень красивый, темный, я такое люблю. И вот так выглядит оригинальная упаковка Huda. Брала ее, по-моему, за 20 с чем-то евро по акции. Сложно у нас в Финляндии достать Huda. И здесь у нас, кстати, тоже вот эта вот пластиковая штучка снимается, помадка оттуда достается. Флаконы очень похожие, но здесь у нас прям такой как будто бы стеклянный флакон. Здесь это, конечно же, пластик. И по катчеству печати, я думаю, тут уже все очевидно. И нет у меня вообще никаких сомнений, что это паленка. Ой, ну запах у помады, кстати, похож. То есть они здесь запарились над отдушкой. Тоже здесь что-то такое шоколадно-печенюшное. Но, конечно, здесь у нас аккуратная резьба, здесь у нас все красиво, все дорого-богато. И у помады от Huda здесь другая совсем текстура, она более жидкая, оттенок тоже потрясающе красивый, и здесь очевидно, что она легла вообще без проплешин. Это моя первая помада от Huda, если что. Ложится очень классно, контур рисует вообще на изи. Я даже не уверена, а нужен ли нам здесь второй слой, потому что это все настолько насыщенно, пигментировано, и цвет прям супер. Я очень люблю такие какие-то коричневые, темные помады, обязательно буду использовать. Вот так вот покупаешь для обзора, а потом радуешься, что тебе оно подходит, и ты будешь с этим ходить. Ну а теперь то, с чем я вряд ли буду ходить. Здесь у нас некачественный твердый аппликатор. Им очень неудобно наносить продукт, и как будто он какой-то прям острый, жесткий. Продукт более плотный и кремообразный, наносится очень плохо, и им сложно сделать нормальный контур. Как и на свотче, помада ложится очень плешиво. Она сохнет, кстати, намного быстрее, чем оригинальная помада от Huda. Ну и я уже чувствую, как она начинает сушить мои губы. Я думаю, здесь нам определенно нужен второй слой. И определенно нужен нормальный контур. Но я не понимаю, как его рисовать при помощи этого аппликатора. Это просто издевательство. Я не знаю, насколько сейчас популярны помады от Huda. Знаю, что они были популярны несколько лет назад. Возможно, очень много лет назад. Очень красивый цвет. Очень хорошо лежит на губах в один слой. Помада не сушит губы. Губы выглядят очень красиво, в ней максимально комфортно, мне очень нравится. И паленая Huda, ну, это, конечно, кринж. Здесь видно, что она даже в 2 слоя легла супер неравномерно, есть проплешины. Она очень сильно сушит губы, да, она не будет отпечатываться, но губы у меня прям скукожились. И если здесь губы выглядят хорошо, то тут это просто как будто их какой-то гуашью намазали. Губы очень сохнут, ощущения неприятные, цвет, конечно, тоже у нее очень красивый, но вот это на своих губах я носить не буду, I'm sorry. Во-первых, опять же, непонятно, что там за состав. Во-вторых, ну, качество, в принципе, настолько, сколько она и стоит. Ну, давайте оценим по стойкости. Абсолютно ничего, ни с одной, ни с другой стороны. То есть их вот так вот можно тереть, и вообще ничего не происходит. И дальше у меня идет тушь для ресниц. Я купила тушь от Vivienne Sabo Cabaret. Очень давно этой тушью пользуюсь, уже много лет. Как раз про эту тушь я рассказывала в своем ролике, где я повторяла макияж, который я делала в 2019. И тогда это была моя любимая тушь. Ну и вот в какой-то момент я решила снова купить себе эту тушь. И я не ожидала, что мне придет паленка. Да, я заказала эту тушь дешевле
дешевле, чем она стоит на самом деле. Стоила она чуть больше 200 рублей, но так как я давно не жила в России, я помню, что до хрена лет назад я ее покупала всего за 200 рублей на акциях, и я подумала, что может быть какой-то другой продавец, может быть акции, может быть дешево продают, и все классно. Мне прислали подделку, и эта подделка, она сделана настолько хорошо, что ее практически невозможно отличить от оригинала, особенно если у вас нету под рукой, собственно, оригинала. Оригинал этой туши я брала уже в подружке рублей за 400 с чем-то, и если бы на паленой туши не было бы какого-то непонятного штрих-кода на казахском языке, я бы сейчас даже не смогла их вообще отличить никак. Смотрите сами, упаковки совсем немного различаются по цветам, но разницы в печати абсолютно никакой нет. Все надписи идентичные, здесь указаны названия оттенков точно так же. Тут есть срок годности, артикулы, сертификация, составы. И самое смешное, что артикулы у них совпадают, и вот эти вот цифры на штрих-коде. Конечно, я не на все 100% уверена, что это фейк, так как по вот этой вот бумажке на казахском можно понять, что дистрибьютор город Алматы. Как думаете, какие шансы, что это не подделка и просто тушь сделана в Казахстане, там же это все отпечатано, поэтому выглядит оно вроде как точно так же, но чуть-чуть по-другому. Здесь у меня очень много вопросов и так мало ответов, но я сравнила эту тушь с оригинальной, и они внутри различаются. У оригинальной туши стандартный запах туши. У подделки отвратительный мерзкий запах обувного клея. Визуально они выглядят просто одинаково, и даже вот здесь вот сзади у них логотип Vivien Sabo. Просто найди 10 отличий. Кстати, одно отличие я только что нашла. У оригинальной туши на попке есть вот такая бумажка, а здесь просто пусто. Не уследили, не доделали, а меня не наебали. Хотя еще как меня наебали. Я же сама ее вот такую купила на ВБ. А чё бы не взять тушь по акции, да за что 200 рублей нормально, подумаешь, что везде стоит 500. Мозгов-то не осталось совсем. И самое большое отличие здесь это щеточки, как минимум они разные по размерам. Они сами по ворсу очень похожие, но у оригинальной туши щеточка сама по себе подлиннее. И по оттенку оригинальная тушь, на удивление, кажется чуть более серой, а фейковая тушь угольно-черная. Если бы у меня не было возможности сразу же сравнить, то я бы, наверное, даже вообще не подумала бы ни за что это не оригинал у меня. Я бы, вероятно, подумала, что, ну, что-то там переделали, что-то поменяли, как-то там формула сменилась за несколько лет. Ну и давайте попробуем, как это выглядит на ресницах. Надеюсь, у меня не вытекут от нее глаза. Она, блин, отпечаталась у меня на макияже, черт. Короче, да, красит она уже в разы лучше, чем большинство дешевых тушей с ВБ. Но это, конечно, подстава. Теперь беру оригинальную тушь. И та, и другая тушь, в принципе, неплохо удлиняет и подкручивает ресницы, но здесь ресницы выглядят очень неаккуратно. Они как-то во все стороны, где-то они слеплены, где-то они не прокрасились. Есть комки, но все равно для паленой туши результат очень даже неожиданный. И она выглядит чуть более черной, чем оригинальная тушь, но посмотрите на ресницы с оригинальной тушью, они выглядят очень хорошо. Они все разделены, нету никаких комочков, ничего не склеено. Все прям аккуратненько, и разница, ну, она есть. По тому, как красит фейковая тушь, я бы тоже никогда бы не определила, что это не оригинал. Обе туши водостойкие. Хотя нет, вот тушь, которая у меня была здесь, она начала уже у меня течь от воды. И я сейчас нормально так прошлась салфеткой. Обе помады очень сложно стираются с губ, но, естественно, здесь у оригинальной помады эффект намного более приятно выглядит, более презентабельно. Здесь же просто какие-то куски помады, которые забились мне в складочки. Я еле как смыла губы с маслом, и та и другая помада отмывались очень сложно, особенно паленая, которая прям въелась в мои губы. И я взяла сияющий бальзам в формате кликера от NYX, и этот бальзам называется Fat Oil. Стоил он где-то в районе 10 евро, и его аналог от какого-то непонятного китайского ноунейм бренда Male Smile. Господи, все эти бренды, их вообще хрен произнесешь. Там просто набор каких-то рандомных букв. Здесь я снова не понимаю, какой смысл экономить, если в принципе оригинал стоит не так уж и дорого. Особенно, когда это какой-то продукт для губ, которых на рынке огромное множество, и можно у бюджетных брендов взять что-то подобное. Ну и разумеется, по составам и по свойствам здесь очевидно будет огромная разница. Дизайн у них очень схожий, тоже издалека ты можешь не заметить разницы. Только у NYX на упаковке есть такие маленькие блесточки, а вот у этой паленой штуки блесточек нет, просто упаковка коричневая. Только что из подделки у меня вывалилась жопа. Вообще сегодня жопа должна была вывалиться у меня, но вывалилась у кликера. О,
Все, заработало, отлично. Подделка у нас снова пахнет каким-то химозным печеньем с шоколадом. Блин, почему они любят такие отдушки? Просто, ну это капец. Это самое дешевое, наверное, что только можно сделать. Напишите в комментариях, любите ли вы всякие кондитерские отдушки в косметике. Я вот не очень. Я люблю больше цветочные, фруктовые, а не печеньки с шоколадом. Здесь нужно несколько раз нажать на кнопочку. Ой, как громко, я аж оглохла. И подделка у нас имеет такой красно-коричневый оттенок, я хотела сказать, но что-то пошло не так. Ну, короче, вы поняли, да? Наверное, я слишком много выдавила, он слишком быстро растаял. И у них в составе здесь очевидно, что есть блестки и продукт более прозрачный. Это тоже тающий бальзам, но, как видите, он таким куском оттуда не вываливается. Пахнет он поприятнее, и по оттенкам это совершенно разные продукты. Абсолютно. Здесь из схожего у них только упаковка и тающая текстура. У них здесь просто такой легкий коричневатый оттенок, огромное количество сияющих блесточек, что-то такое золотое, красное, розовое. Я небольшой фанат тающих бальзамов, мне не очень удобно их наносить. И вот этот продукт оригинальный от NYX очень похож больше на блеск. Его определенно нужно под какой-то карандаш наносить, так как с моими губами, но он не делает их красивыми, честно говоря. Ну да, тающий, приятный, увлажняющий, прикольный аромат. Но чего-то прям супер топового я не чувствую. И теперь попробуем вот эту страшную штуку. Ну, это просто полный провал. Во-первых, я не понимаю, зачем делать тающие бальзамы в таких темных насыщенных оттенках. Все это нестойкое, на губах оно не держится, смазывается, течет. И продукты на губах абсолютно себя ведут по-разному. Со временем паленка по губам распределилась, как-то это получше выглядит, но все равно такая формула и такая текстура, ну просто зачем? Но смысл покупать подделку какого-то продукта, учитывая, что они ведут себя максимально по-разному, я не знаю. Опять же, выглядит как полная разводка на лоха, когда ты увидел что-то в рекламе, такое что-то запомнил там мельком. Мне что это не нравится. Продукт может растекаться по губам, продукт может ложиться плешиво. Я сходила поесть, и вот что осталось от моих губ, ну, практически ничего. С другой стороны, это не какие-то стойкие продукты, а стойкие у меня будут дальше. Последняя помада — это Maybelline Superstay Vinyl Ink. У меня на нее тоже был обзор в ролике, где я проверяю самую популярную косметику из ТикТока. Этот продукт очень необычный по своей формуле, то есть это помада, которая не стирается, не отпечатывается, но при этом выглядит на губах как блеск. Она имеет такой красивый глянцевый финиш. Оригинал я брала за 14 евро, помада у меня в оттенке номер 40. Это такой красивый пыльно-розовый оттенок. И у этой помады очень сильная отдушка, тоже чем-то сладким. На Алиэкспресс я нашла очень похожую по дизайну помаду, которая стоит в несколько раз дешевле, но нам обещают точно такой же эффект. Упаковка у помады действительно похожа, правда она меньше, чем оригинал. И там 100% меньше продукта по объему. Здесь надпись вместо Vinyl Ink, очередное название бренда, состоящее из рандомных букв, которые я не могу прочитать. Ну и, конечно, оригинальная упаковка выглядит намного дороже и качественнее. Отдушка внутри, блин, тут у всего такая отдушка. Это снова что-то шоколадно-печенюшное. Ощущение, что у всех подделок просто одинаковые запахи. Можно скоро подделки по запахам определять. У помад достаточно похожие по форме сами аппликаторы. Да и на сводче тоже оттенки оказались похожими, хотя по флаконам так не скажешь. Здесь у меня оригинал, он такой более темный, более пыльный, приглушенный и более розовая подделка. Самое интересное, что по формуле действительно как будто бы это аналог. Хотя подобные аналоги найти очень сложно. Я не то чтобы их прям как-то искала, но из того, что я тестировала и проверяла, ничего подобного, кроме как в Maybelline, я не находила. Если кто-то знает какие-то аналоги, напишите об этом в комментариях, может есть еще что-то более бюджетное. У оригинальной помады очень удобный аппликатор. У помады Салика аппликатор уже менее удобный, им не так хорошо наносится продукт. Здесь у нас примерно то же самое в плане аппликаторов, то, что было с помадами от Huda. Он достаточно жесткий и сложно им рисовать контур. Но прикол в том, что по оттенку я на данный момент практически не вижу никакой разницы. Давайте проверим помаду на стойкость, я уже с ней минут 10 просидела.
Практически ничего. Губы у меня все такие же глянцевые. По оттенку, по дизайну, по своему нанесению аппликатору помада от Maybelline мне понравилась, естественно, больше. Но очень интересно, что в итоге по свойству мы здесь получили абсолютно то же самое. Очень похожий оттенок, такой же виниловый финиш. Ну, это, конечно, интересно. Я удивлена, что сегодня было много продуктов, которые действительно похожи на оригиналы по своим свойствам. Ну что, какая сторона моего макияжа нравится вам больше? Несмотря на то, что здесь у меня оранжевое блестящее лицо, в общей массе я бы не сказала, что я как-то чувствую сильно разницу. С другой стороны, здесь мне намного спокойнее, что на моем лице какие-то проверенные адекватные бренды, а не какая-то неведомая дичь. Честно, я вообще не понимаю, зачем покупать и делать похожую косметику. Зачем воровать дизайны в надежде, что кто-то примет этот продукт за оригинальный и случайно его купит. Особенно учитывая, что многие из этих продуктов, они совершенно иначе работают. То есть это даже не какой-то бюджетный аналог. Это просто совершенно другой продукт в похожей упаковке. И продукт может выглядеть совершенно иначе и по качеству, и по оттенкам. С другой стороны, несколько продуктов сегодня нашлось, которые, к моему огромному удивлению, очень неплохо работают и действительно могут стать хорошей заменой какого-то известного бренда. С другой стороны, если вы хотите найти какой-то дорогой люксовый бренд подешевле, вы всегда можете посмотреть в бюджетном ценовом сегменте у проверенных брендов. Например, у Catrice, у Revolution, у Essence очень много продуктов, которые действительно по своим формулам и свойствам похожи на какие-то известные популярные люксовые штучки. Да, они тоже любят потырить дизайны, но с другой стороны у нас будет хоть какая-то гарантия адекватного состава и качества. В отличие от разных непонятных ноунейм брендов с AliExpress, так как вы просто-напросто рискуете своим здоровьем. Ну и самое страшное для меня это как с тушью, когда это не просто какой-то бренд вдохновился, стырил дизайн, стырил цветовую палитру, а когда кто-то просто под именем известного бренда выпускает свой непонятный продукт и его продает. Короче, аналогом ставлю лайк, а подделки нахуй надо. И я вообще не понимаю, нахрена надо заказывать какую-то поддельную палетку от известного люксового бренда, учитывая, что в бюджетном ценовом сегменте огромное количество классных рабочих продуктов. Да, у вас будет не Huda Beauty, не Наташа Денона, и что? Никто вас за это не съест, а по качеству вы получите тоже хорошие, классные пигментированные рабочие тени. Самое страшное для меня, когда подобную косметику покупают визажисты и потом красят этим своих клиентов, а клиенты, разумеется, не всегда вообще в теме макияжа, они не всегда подкованы, чтобы понять, что из этого подделка, что оригинал. И когда они видят помаду от Huda и тон от Dior, они уже в принципе понимают, что это какие-то известные бренды, что их красят не каким-то говном, а по факту горе-визажист мог заказать это по дешевке с AliExpress. И многие продукты, которые я показывала сегодня на маркетплейсах, были представлены как оригинальные продукты от известных брендов. Будьте с этим аккуратнее, читайте отзывы и лучше не берите сомнительные продукты, так как никто не знает, какая реакция будет у вашей кожи. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с поддельной косметикой, а на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.